Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому совершенно не безразлична судьба музыкального театра как в России, так и в мире. Теперь нас можно смотреть и в Телеграме. Ссылка на канал внизу под видео. Как я и предупреждал, кипевшая и клокотавшая концертная жизнь декабря сменилась январским затишьем, в котором пока на первом месте вообще одни трансляции. Смотрели ли вы в новогоднюю ночь на Медичи ТВ, как Йонас Кауфман дебютировал в партии Айзенштейна в «Летучей мыши» в Дрездене? Какое удовольствие все же смотреть на нынешних певцов мирового уровня, которым не надо больше сражаться с верхними нотами, а партию Айзенштейна часто даже баритоны поют. Они могут отдаться целиком актерскому мастерству, корчить рожи, подыгрывать коллегам, да, еще и в формате новогоднего ревю, без всяких обязательств. Кауфмана я вспомнил сегодня не случайно. Вчера до половины первой ночи я смотрел в кинотеатре трансляцию оперы Адриена Лекуврер «Чилия» из Метрополитен, где в главной мужской партии был занят Петр Бечала. Кстати, небольшое отступление. Почему вдруг на афишах русских трансляций было написано «Адриана Лекуврер»? Что за малограмотность? У пьесы «Скриба» или «Гуве», которой была положена Чилия на музыку, в России есть своя история. Еще в 19 году спектакль, в котором сошлись правда и вымысел о судьбе выдающейся актрисы и исполнительницы ролей в пьесах Рассина Адриене Лекуврер, был поставлен Таировым для Алисы Коонен. Писать на афишах итальянизированное имя исторического персонажа просто тупо. Таким образом, Анну Болейн надо писать Болена, что ли? Господа организаторы трансляции, давайте не будем изобретать велосипед. Наймите уже знающих редакторов и переводчиков титров. Там тоже много было смешно, включая неправильные географические названия. Миттау вместо Митавы и так далее. Но вернемся к тенорам. Вдруг стало ясно, что с начала сезона трансляции один лишь Кауфман, что называется, попал в десятку в «Девушке с Запада» Пучини. По-моему, ситуация с тенорами, которые нам продают как звезд, абсолютно патовая сегодня. Никогда, наверное, еще не было такого, чтобы все они так плохо пели, а при воспоминании об обрезанных верхах Алании в Самсоне или натужном выдавливании нот Антоненко в Аиде и правда становится дурно. Или, как в случае с Флоресом в «Травиате» и Бечалой в Адриене. Зачем люди пытаются петь то, что не подходит им как минимум по темпераменту? Бечала может петь партию Морица Саксонского только потому, что он был польским принцем. Смешное обоснование. Видел польского тенора этим летом в Байройте, в Лоенгрине, где он был абсолютно на своем месте. Холодный вагнеровский посланник из другого мира. В новой мэтовской Адриене Бечала оказывается заложником дурной режиссуры Дэвида Маквикера и неуемной энергии двух своих коллег женского пола по сцене. Поскольку Маквикер совсем скурвился и постоянно что-то мастерит в русле оперного театра 30-летней давности, в 2018 году у него была такая же тоска в Мэт, то режиссер обычно не задумывается, что и о чем он будет ставить. Он усаживает публику телевизионно-компьютерной эпохи перед гигантским экраном сцены и делает им красиво. Для этого что нужно? Во-первых, чтобы выглядело все как раньше и как в окне. В антрактах трансляции из Мэт подробно показывают, как в конце второго десятилетия 21 века толпа машинистов сцены ручками толкает деревянный театрик, придуманный Маквикером для этого спектакля. Знаете, во втором антракте лакеи в ливреях выносили стулья перед занавесом, и мне это живо напомнило спектакль «Млада», который еще в 1985 году поставил Борис Покровский в Большом театре. А по костюмам это живо напоминало и таировскую постановку, естественно. Для Маквикера не важно в спектакле ничего, кроме соответствия костюмов эпохи. Кстати, они разношерстные. Некоторые помогают артистам, некоторые делают исполнителей ужаснее, чем они есть. Кринолины и камзолы, парики и украшения – мечта каждого оперного артиста. Ну что дальше? Если режиссер делает реалистический спектакль про закулисную жизнь комедий-францез, то почему же все толкутся все время на авансцене? Поставить там печку, как в «Богеме», еще не значит отгородить это пространство. А драма «Скриба» как раз интимная. Она все время демонстрирует, какие разные чувства царят за закрытыми дверями актерских уборных и в залах аристократов. Маквикеру не до таких тонкостей. Он решает показать нам верийскую оперу как единый шквал эмоций в духе американских телевизионных шоу, прижившихся теперь и у нас, где в открытую обсуждают, кто с кем и в каких позах. В этом смысле очень показательна сцена на празднике, где Адриена и принцесса все время что-то поют, как
говорится, в кулису, а в спектакле «Мэт» все их тайные мысли поставлены как изрыгаемые проклятия. И выглядит это ужасно. Да и вообще режиссеру нет дела до развития ситуаций. Герои с первой минуты своего появления на сцене уже знают, что с ними будет к концу. Они не могут играть свои образы в развитии. Они сразу вываливают на публику итог. Возможно, потому что опера Челея слишком тонкая для них и для их актерских дарований. Опера не самая прекрасная, честно скажем. Зажатая между тремя незатейливыми лейтмотивами, она требует очень тонкого и точного, даже по краскам, воплощения. Это был спектакль Ламберто Пуджелли, кажется, так звали этого ничего собой не представлявшего по нынешним меркам режиссера. Он был выдержан в пастельных тонах и в оформлении, и в мизансценах. Но та постановка была лучшей в биографии этого мастера. В тот вечер в Большом театре пела Мирелла Френи, великая артистка, сумевшая благодаря правильно выстроенному к себе подходу прорваться от субреточного репертуара к примадонскому. Потом этот же спектакль брал в аренду Большой, премьеру в нем пела Нелли Меричою, которая всю жизнь исполняла серьезные белькантовые партии не писклявым голосом, хотя звезд с неба не хватало. Между двумя этими именами и простирается диапазон исполнительских интерпретаций. Конечно, сегодня невозможно не вспомнить великую Магду Оливейра, которая получила партию Адриена из рук самого композитора. Думаю, что Анна Нетребко хотела изобразить примерно этот же образ. Но, несмотря на кажущуюся простоту партии Адриены, главный подвох таит именно отсутствие каких-то экстремальных нот и напряженных длинных арий с кабалетами. Номера короткие, чаще всего слишком короткие, нет времени на раскачку, надо эмоционально сразу бить в десятку, надо все время контролировать дыхание, следить, чтобы голос не дрожал. Наконец, музыка не позволяет прикрыть технологические дефекты, корявые переходные ноты, например. Поэтому лучшими Адриенами были певицы с ровными голосами, вроде Ренаты Тебальди или Ренаты Скотто. Здесь нужна невероятная красота звукоизвлечения, бесконечное дыхание, идеальная выровненность всех регистров. Та же Каллас, к примеру, понимала, что ей не стоит это петь. И вообще в партии Адриены как никогда важны умения петь тихо, нежно, изящно, даже немного сентиментально. Это, возможно, одна из самых тонких и интимных партий мирового репертуара. Там есть выплески примадонской энергии, но в целом это образ хрупкой женщины, талантливой актрисы, сломавшейся под натиском жизненных обстоятельств, жертвы социального неравенства. Не зря же главный образ оперы и героини – это крохотный букетик фиалок. Но, как для Маквикера нет разницы между скромными фиалками и искусственными кладбищенскими примулами-переростками, которые он всовывает в руки героям, так и для Анны Нетребко нет разницы между интимностью и публичностью. Вряд ли артистка, охваченная желанием ежедневно эпатировать публику в соцсетях клоунскими цветовыми сочетаниями, понимает, что такое быть примадонной и играть примадонну. Нетребко выбирает эту роль как раз потому, что с первой и до последней секунды она неустанно демонстрирует нам клише «я звезда». Все, что она делает в роли, фальшиво. Вот формально расчесывает кончики волос парика щеткой. Вот в духе Татьяны Васильевой из фильма «Дуэня» хватает за шею тенора, чтобы изобразить длинный поцелуй в засос. Ужасно читает монолог Федры. Чиля не пожалел оперных певиц и вставил им драматический монолог из Рассина. И это прямо очень страшно в исполнении Нетребко. Где тут-то был режиссер? Думаю, что режиссер первым пал под натиском этой Лекуврер, которая с напором, достойным звезды заштатного варьете, все время багровеет даже под довольно темным тоном тонального крема. Кипит, как раскаленный чайник на плите. Разойдись, народ, сейчас вы узнаете, что такое настоящая страсть. Помните, какими словами я только что описывал образ Адриены? Хрупкая жертва. Ага, сейчас. Какая вам жертва? Неестественность этих чувств, ложный надрыв вряд ли могут сослужить службу в такой опере. Мадам, опомнитесь, вы же не Кармен исполняете, даже не Тоску. Вы же нам реалистический спектакль тут изображаете всеми силами. А такую работницу табачной фабрики не приняли бы на сцену комедии «Францесс». Не умирали бы по ней французские аристократы, да даже солдафон Морец Саксонский. Про финал и говорить нечего. С того момента, как Адриена открывает коробку с отравленными фиалками, хочется просто возмутиться. Как вот это надрывное исполнение, выпученные глаза может потом вызывать шквал восторгов. Впрочем, как я не раз уже говорил, продажное продается. Анна Нетребко уже установила рекорд по трансляциям из МЭД, участвовала в 15, кого продают, того народ и считает звездой. А какие еще могут быть у глухих критерии? Но они есть у нас.
Поэтому страшно вспомнить про это пение, которое нынче выдается за эталон. Тут народ писал в соцсетях, что я предсказуем, когда речь заходит о Нетребко. Но, господа, и ваша любимица предсказуема. Вместо того, чтобы поработать над пением, она включает автопилот. Такое количество фальши недостойно той, которую считают первой. Так занижать и расширять все в каждой роли, каждой партии – это разве единственная возможность ее спеть? Конечно, голос ее чувствует себя хорошо наверху еще. Ну, конечно, если это не Рей, не Ми. Но что творится с серединой? Почему она поет двумя разными голосами? Такой певице 30 лет назад в МЭТ не дали бы петь «Кушать подано», а теперь главная роль. Очень показательный был предсмертный дуэт. Продемонстрировав нам ужасный рык и с трудом прорвавшись к любимому верхнему регистру, певица сделала огромную фермату. Так пели в провинциальных театрах много лет назад. Но на публику, которая ничего не слышит, именно такие ферматы продолжают воздействовать больше всего. Вообще дирижер, конечно, должен пресекать такие цирковые номера. Но Джанандреа Назеда вообще очень громкий и очень провинциальный по духу дирижер. Как все было громко в последней части, даже в трансляции было слышно, что певцы орут благим матом. Вообще самое худшее, что мог сделать дирижер для этого спектакля – отпустить певцов в открытое плавание в океане своих эмоций. Результат печальный даже для Аниты Рачвилишвили. Она пала жертвой захлестнувших ее чувств. Очень тяжкими для меня были их совместные сцены Нетребко, которые в комментариях трансляции назвали «кошачьей битвой». Лучше не скажешь. Да, опера такое искусство, где все должно быть выверено. И даже потом контроль над голосом остается самым важным. Но если принцесса де Буйон варилась в бульоне своих страстей и неприятно вываливала звук, то ей, все же это положено делать по ее роли. Но зачем Адриена порвала оперу в клочья, это уже совсем непонятно. После главной арии в самом начале было ощущение, что это какое-то болезненное желание скорее проскочить к финалу. А если вспомнить, что реальная Лекуврер умерла от простой дизентерии, то хотя бы понимаешь, зачем в такой короткой опере 2 антракта и на сцене все в попыхах. А что-нибудь было хорошее? Кошмарный балет, который пытался насмешить, старенький Амброджо Маэстри, выдающийся Фальстаф и Дон Паскуале хотя бы на своем месте. Тоже прекрасный пример некоторым примадоннам, как физика может тебя погубить. У Маэстри был прекрасный голос, но неуемный аппетит привел к тому, что в репертуаре остались одни только комические партии. Так и Нетребко, который выходит каждый раз на сцену, пытаясь доказать нам, что она настоящая драматическая сопрано, что она королева, что она лучше всех. В этой кошачьей битве с самой собой исчезает сама суть оперного и актерского искусства. Примадонна в роли примадонны, будь то Аида или Адриена, это же скучно, это предсказуемо и всегда одинаково фальшиво. Спасибо, что сегодня были с нами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе всего самого интересного. В Телеграме вы найдете видеопримеры из трансляции. Не забывайте и о Фейсбуке, где я вывешиваю расшифровки текстов. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».